Так, что тут у нас? Ага. Мгм. Это что такое? Кажется, я нашел новый штамм. Штамм Кринжа 26. Здорово, народ. Доброго времени суток, вы смотрите шоу обзоров занимательных видео «Антивирус». Спешу сообщить хорошие новости. Эпидемия дураков в этом году не закончилась. Вирус мутировал, и сегодня мы будем с вами изучать новые образцы. Кстати, знаете, чем отличается старый антивирус от нового? Раньше я искал приколы в интернете, а теперь они сами находят меня. Ну что, поехали! Я всегда думал, что огурцы — это стеснительные ребята, а помидоры — самоуверенные. Но посмотрите на эту семью. Это просто плантация с характером. Я очень вкусная, сочная ягодка. Не правда ли? Смотрите, какая красавица. Не для вас росла такая. Не, ну это просто браво. Вон еще моя малышка. Смотрите, познакомлю. Очень похож на меня. Вот это я понимаю, отец года. Не каждый мужик так трепетно рассказывает о своей сочной красавице, которая не для вас росла. Я прям чувствую, как он стоит в огороде и говорит соседским помидорам. Чё вылупились? Моя дочь замуж не выйдет, пока я не попробую все удобрения на рынке. Если и дальше все будет так продолжаться, то я просто наложу себе в руки. Очень похож на меня. На одной грядке росли. Кровинушка моя. Вся в папку. А вся в папку. Это ж надо так дочь подколоть. Она там, главное, значится, растет, думает. Пап, ну зачем ты людям рассказываешь, что на тебя похоже? Я вообще-то ягода нежная, а ты, ты огурец, в общем-то. И тут внезапно... Вся в папку. Сопля вылетела. Знаете, есть женщины, которые умеют пустить слезу, когда им грустно. А эта ягодка умеет пустить соплю, когда ей смешно. Сопля вылетела. Я теперь хочу себе на грядке такую же посадить. Буду поливать ее, удобрять и ждать, пока она мне скажет. Сопля вылетела. И я буду счастлив. Ладно, ягоды — это еще цветочки. Переходим к ягодкам посерьезней. Есть такое понятие нежный эротизм. Обычно это про свечи, лепестки роз и шелковые простыни. Но наш следующий герой решил, что нет ничего эротичнее, чем кормление рыбы. Смотрите. Смотрите, какая химия. Рыба говорит такая: о да, детка, засунь это в меня поглубже. А мужик: ты хочешь еще? Держи, моя сладкая. Я не знаю, что это за пруд, но я бы не хотел купаться в его воде, где рыбы получают такое гастрономическое удовольствие. Они потом на тебя будут смотреть не как на еду, а как на... ну, вы поняли. О да, детка, засунь это в меня поглубже. Ты хочешь еще? Держи, моя сладкая. Кстати, про кукурузу. Есть видео, которое показывает, что кукуруза действительно универсальный инструмент. Я офигел дважды. Первый раз, когда увидел кукурузу на присоске в ванной.
А второй, когда понял, что все это ради маникюра для собаки. Эта женщина просто гений. Она придумала способ стричь когти псу, пока он удовлетворяет свои гастрономические или не только потребности. Я теперь тоже так буду делать, когда нужно будет подстричь когти своей кошки. Но только вместо кукурузы колбаса или валерьянка. Знаете, я в универе тоже прогуливал пары, но у меня были всякие разные там отмазки. Проспал, заболел, умерла бабуля в 25-й раз. Но девушка в следующем видео пошла дальше. Я не буду, у меня брови сотрутся. Не сотрутся. Он дурацкий. Он дурацкий. Брови сотрутся, вы понимаете? Она готова дышать чем угодно, готова рисковать своей жизнью, но брови — это святое. Препод пытается спасти ее легкие, а она спасает брови. Честно, я ее понимаю. В моем универе тоже был препод, который заставлял нас надевать защитные костюмы, а мы отмазывались тем, что прическа испортится. Давайте так договоримся, если, короче, я сегодня в колледж буду ходить как колотушка с тертыми бровями, томатом. Ну а что? Может, это новый современный тренд. Вместо ботокса противогаз. И морщин не видно, и безопасно. Можно так ходить каждый день и представляться колотушкой из постапокалипсиса. Ладно, за работу. Так, не пищи, одевай. Надо приподнять подбородок. Я его сейчас на изи надену, если я буду не накрашена. Я за брови боюсь. А теперь послушайте препода. Это голос человека, который за 30 лет работы слышал все. Ему уже плевать на брови, на прически, на макияж. Он как сапер в Чернобыле. Одевай противогаз, дочка, иначе твои брови будут наименьшей из твоих проблем. В своей песне, что накрашенное страшное, что не накрашенное. Даш, я нарисую тебе новые брови. Чем? Странный вопрос. Она нарисует тебе брови кукурузой. О! У меня брови задеваются, я его дальше не могу надеть, у меня брови сотрутся. А вообще, я бы посмотрел на спин-офф этого видео через 10 лет. Она такая сидит дома, муж подходит и говорит: «Дорогая, надень этот костюм, он сексуальный». А она ему: «Не пищи, одевай сам, я в этом уже ходила на химии». У меня тогда брови стерлись. У меня брови сотрутся. Я что, буду как лучше ходить? Короче, девочка-студентка. Препод прав. Здоровье дороже всего. А брови, брови отрастут или ты их нарисуешь. Главное, чтобы было чем дышать. А теперь видео, которое лично у меня вызвало много вопросов. Смотрите. Котик, я тут купила новую вонючку. Вот это котик загорелый. У него и своя вонючка имеется неплохая. Понюхай, пожалуйста. Ничем ничего тебе не напоминает? А что даже напоминает? Как что? Вьетнам? А что даже напоминает? Вообще ничего. Ну, пахнет как вонючка, что сказать-то. Ну, вкусно пахнет. Ну, это хлопок. Не
Знаете, я сначала подумал, что это какой-то подвох, но парень реально искренне радуется. Ему нравится запах хлопка. И знаете что? Это прекрасно. Девушка, судя по всему, ожидала реакции: «О боже, это же моя родина, это мое детство, я помню эти поля». А он такой: Вкусно пахнет, брат. и все счастливы. Вот это я понимаю межкультурная коммуникация. Никакого расизма, только чистый кайф. Что ты делаешь? Что-то не так? Мы друзья вообще-то. Иди нахуй, бля, пизде, я нахуй от тебя. Все мы знаем, что чайки — это пернатые бандиты. Они не боятся никого, кроме бабушек с авоськами. Но то, что сделал этот парень, это, пожалуй, военное преступление. Убегает от чаек с пачкой вкусняшек. А знаете почему? Он обещал жениться на одной из этих чаек, а сам улетел с другой. Опа, друг закопан в песке, торчит только голова. Он беззащитен, как новорожденный тюлень. И тут на него падают чипсы с неба. Для чайк это как сигнал к атаке. Они такие: брат, прости, но наживка слишком вкусная. Смотрите на лицо закопанного. Он пытается улыбаться, но внутри он уже попрощался с жизнью. Он думает: я умру здесь в песке от клювов голодных птиц. А мой друг будет снимать это и выкладывать в интернет. Друг молодец, потому что мы сейчас это смотрим. Кстати, возможно, там где-то среди песка торчит его маленькая кукурузка. Очень опасное видео. И напоследок видео, которое растопило мое черствое сердце. Встречайте, человек, который подружился с бобром, но не по переписке, а в реальной жизни. Короче, часто хожу к озеру гулять и каждый раз вижу здесь бобра. Психологи говорят, что если человек часто ходит к озеру и разговаривает с бобрами, это нормально. А вот если бобры ему отвечают, это уже повод задуматься. И вот он, смотрите. Их даже сегодня 3 здесь. Кстати, если вы тоже хотите подружиться с диким животным, не пытайтесь повторить это дома. Просто купите собаке кукурузу на присоске и стригите ей ногти. Это безопаснее. И я с собой, короче, захватил морковку. Сейчас я хочу его попробовать накормить. Иди сюда, Сёма, Сёма. Ты будешь Сёма. Иди, вот морковка, гля. Он назвал его Сёмой. Он приходит к озеру как на работу и зовет: «Сёма, иди сюда, у меня для тебя морковка». И бобер реально приходит. Вы понимаете? Этот мужик приручил дикого бобра. Я до сих пор не могу приручить свою кошку, чтобы она не драла диван. А он приручил дикого бобра. Иди, вот морковка, гля. Идёт, гляньте, реально взял, ебать. Этот мужик сейчас, наверное, каждые выходные ходит к озеру, сидит с бобром, пьет чай, обсуждает там политику. Сёма, наверное, уже всю плотину под его советы перестроил. Ебать. Все, пиздец. С этого момента мы с ним кенты. У меня, кстати, тоже есть такой друг. Только я хожу не к озеру, а в холодильник. И вижу там не бобра, а сыр. Мы с ним часто общаемся, но он пока не научился брать морковку, как те самые рыбы. Но я надеюсь... Это вкусно. Так, ну что, народ, первый выпуск обновленного антивируса подошел к концу. Мы сегодня с вами и ягоды посмотрели, и рыб покормили, и с бобрами подружились. В общем, жизнь удалась. Новая фотография загрузила в свой приват телеграм-канал. Подписывайтесь. Там я уже без трусиков.
Я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми выпусками. Ставьте свои лайки, пишите свое мнение в комментариях. Присылайте, какие видосы еще можно обозреть. Кстати, в описании есть ссылочка, по которой можно прислать свое забавное видео. И если оно действительно меня повеселит, я сделаю обзор и на него. Ну, а я пошел искать Сему. У меня для него морковка завалялась, блин. Зима, холода, а я думала, сова. Зима, холода, а я думала, сова.